Привет, меня зовут Максим Ярошкин, это канал GoFingerStyle, и сегодня мы поговорим о штуке, которая непростая в произношении, но очень простая в использовании. Это каподастр. Каподастр. Ох, кто придумал это? Правда, в самом видео я буду использовать не совсем привычный каподастр, обычно мы видим их вот такие прищепки, а буду использовать вот такой вот формы. Позже расскажу, почему именно такой, чем он хорош, чем он плох. Кстати, один мы разыграем в конце видео, так что смотрите до конца. А пока давайте о причинах, вообще зачем он нужен. И наименее популярная причина — это растяжка. Ну, например, вы играете вот такую штучку. Эта растяжка, она вообще травмирует вашу руку и психику. Тогда мы берем каподастр, смело ставим, например, на второй лад. Получается, мы играем то же самое, но так как у нас все сместилось сюда, здесь вот лады поуже, пальцем нужно меньше расстояния преодолевать. Вот с этим уже можно жить. Но с другой стороны, по такой логике можно и повыше каподастр поставить и попробовать сыграть, например, на 7-й лад. Да, конечно, удобнее, вроде как бы, но звучит немного другая музыка. И это следующая причина, зачем нужен каподастр, это эксперименты. Каподастр очень легкий способ быстро провести эксперимент. Например, повысить тональность, понизить тональность в угоду музыке. То есть, если вы чувствуете, например, что сильно басит у вас, да, тяжело звучит, то поставите каподастр на 2-3 лада выше, и уже как-то легче. Хотя ничего особо делать не надо, играем абсолютно то же самое. И из своей практики скажу, что когда каподастр высоко, например, 7-й лад, как сейчас, то все звучит как бы так укулелишно, что ли, так миленько. А если я сыграю абсолютно то же самое, но с каподастром, скажем, на 2-м ладу, вот такой простой вариант поэкспериментировать с тем, что вы играете. Часто вопрос тех, кто первый раз сталкивается с каподастром, это заменит ли он барре. Кстати, почему так люди не любят барре? Ставьте лайк этому видео, если вы любите барре. Так вот, ответ — нет, каподастр не заменит барре, но если у вас вот такая партия, то есть вы все играете в одной позиции, преимущественно на барре, то тогда, конечно, логично поставить каподастр и не мучиться. Конечно, кто-то сейчас скажет, ну какая же это мука, если ты профессионал, то отрабатывай барре по-взрослому. Зачем? У тебя концертная программа, например, и всю песню на 5 минут держать указательный палец. Зачем? Если есть каподастр, и наоборот, мне кажется, это профессиональнее, пользоваться тем, что дано свыше каподастром. Тут у нас и аппликатура упрощается, и появляются дополнительные свободные пальцы, которыми можно тоже что-нибудь добавить. Ну и самый популярный вариант, когда нужен каподастр, это когда вы играете на гитаре с каким-нибудь еще инструментом. Даже если этот инструмент ваш собственный голос. Ну или голос вокалиста, вокалистки, с кем вы работаете. Например, вот задали вам выучить песню. Окей, загуглили аккорды, либо посмотрели в интернете, либо посмотрели, как ее играет автор, собственно. Ну, выучили, короче, и она вот звучит у вас в пальцах. Приходите на репетицию, а оказывается, для голоса эта тональность низкая. Нужно повыше сделать. Да, на сайте есть кнопочка «Сделать повыше». Когда вы нажимаете, транспонируете эту песню вверх, например, на тон. У вас получаются такие аккорды. Короче, левой рукой все придется переучиваться, играть заново. А можно было бы этого избежать, если бы просто тупо поставили каподастр и совершенно ничего не придумывали, ни на каких сайтах ничего не транспонировали. Просто поставили и играем абсолютно то же самое, что играли.
Соответственно, вы примерили под голос, оказалось чуть-чуть бы еще выше, и вам опять же никаких лишних движений не надо, кроме движения каподастра, и играете. И даже выше тоже. И даже еще выше. Еще выше. Ну и как обещал, расскажу про этот каподастр. Такой вот тип строения каподастра, да, когда у нас он, получается, симметричный, и есть просто такая штучка сверху. Называется Yoke Style. В чем прикол? Чем он лучше обычных прищепок? А тем, друзья мои, то, что он симметричный. И если обычный каподастр, когда мы ставим, он может вот в этом месте пережать, например, там басовые струны пережать, а вот первые струны не дожать, и они будут попердывать, то здесь у нас давление равномерно распределяется по всем струнам, и строй абсолютно не плывет. Это удивительно, и в студии это просто бесценно, потому что сколько часов я мучился, ты настраиваешь гитару, потом ставишь каподастр, и строй чуть-чуть поплыл. Как бы на сцене это не так критично, а на студии это критично и максимально бесит. А тут поставили ровненько, да, заметьте, максимально близко к вот этому порожку я ставлю, который ближе ко мне, и все, и строй остался там, где он был. Да, и есть вот это колесико регулирующее, я могу затягивать, насколько я посчитаю нужным. И еще один плюс лично для меня, человек, который оставил миллион каподастров в разных барах, клубах на микрофонных стойках. То есть я играю, потом приделал от каподастра, ну еще прищепка, приделал на микрофонную стойку и забыл. Этот каподастр у меня всегда на голове грифа, я его просто как бы за первый лад вот сюда вот убираю, и все, чуть-чуть затягиваю, чтобы не болтался и при игре разных звуков не издавал, и больше я каподастр не теряю. Он всегда у меня на голове грифа, если надо, я его достал и тут же накрутил, я его уже не теряю, нигде не ищу, всегда под рукой. Как я уже сказал, эти каподастры называются Yoke Style, такого строения. Конкретно у меня сейчас от D'Addario каподастр называется Cradle, но у нас в России, мне кажется, только такие и продаются. По крайней мере, больше я других производителей не нашел вот такого стиля каподастра. Да, я сразу скажу, эти каподастры, они не дешевые, то есть если обычную какую-нибудь прищепку вы можете купить рублей за 300, то эти стоят, по-моему, несколько тысяч. Погуглите, посмотрите, сколько они стоят. Но, скажу вам честно, время и нервы, которые вы оставите в студии, ну а так как это студийное время, то и деньги дороже вам обойдется, чем хороший каподастр, который я прям просто обожаю использовать в студии. Ничего не высит, ничего не пердит, супер. Хотя есть более извращенские способы использования каподастра, например, можно поставить так вот, чтобы у вас только 5 струн зажималось, а 6 болталась. Тогда у вас будет новый строй. Это еще дополнительные возможности с экспериментами гитара плюс каподастр. Или есть вот такой вот зверь с зубами, называется Spider Capo. Можем его установить, и у нас получается такой мини-каподастр на каждую струну. Можем определить, какую струну зажимать, какую нет. Но это для еще более извращенских, в хорошем, конечно, смысле, экспериментов. Друзья из D'Addario заслали мне 2 таких каподастра. Один из них достанется кому-то из вас. Это определит счастливый случай. Все, что вам нужно сделать, это быть подписанным на этот канал, на Go Fingerstyle на YouTube, поставить лайк этому видео и оставить какой-нибудь комментарий. Желательно не оскорбительный. Все подробности есть в описании к этому видео, и увидимся на канале. Пока.